Приветствую, друзья! Не могу не поделиться переполняющими меня впечатлениями, эмоциями за те 2 недели, которые я провел в ретрит-центре. Давно мечтал попасть на церемонию айваски. Вот. Давно у меня все, наверное, к этому стремятся с какими-то своими побуждениями, наболевшим, моральными какими-то, душевными проблемами, физическими и всякими другими, какие только возможно, присущи человеку. У меня был на самом деле свой запрос, давно меня мучающий такой, так скажем, гнетущий. Но это такие извечные вопросы, как что есть высшая сила во Вселенной, есть ли жизнь после смерти, что себя представляет, вообще есть ли Бог. И оно мне, так скажем, мешало, наверное, как-то дальше с какой-то уверенностью жить. Есть ли тогда вообще смысл, если там пустота или вообще ничего. Вот, либо как это вообще все вообще как возможно представить себе. Даже не имея такого представления, я, так скажем, даже не мог дальше как-то в правильном русле двигаться, мыслить. Все это мешало, эти мысли в голове. Давно мечтал я попасть на такую церемонию, на айваску. Причем так получилось, что 2 недели. На 2 недели удалось мне. Люди, конечно, и дольше приезжают, но мне за 2 недели, даже не думал, что даже в первый прием айваски она мне даст ответы. Если что таить-то нечего, готов со всеми поделиться той информацией, которую лично получил я. Для меня это было как такое озарение, как внутренний голос. Что-то во мне сказало, что хочешь познать Бога, станем. И как только этот голос во мне прозвучал, во мне как все пустоты водопадом залились и во столько меня выложили всю жизнь и все представление об этом по полочкам, так скажем. Я уже совсем теперь по-другому на мир смотрю. Произошла такая трансформация во взглядах. Да, я в этом убедился. Это какая-то вот внутренняя искра, божественная искра, которая вот во всех нас, она прям меня заполнила и подсказала, что на самом деле мы все и есть боги. Когда-то мы станем ими, но только на каких-то начальном сейчас пути. Главное с пути не сбиваться. Вот. И такое чувство, то, что все-таки что-то у нас есть божественное. Вот. Все мы индивидуальным путем познания его. То есть нужно стремиться его найти в этом мире, его творении, что окружает нас. Все это его великолепие отражает его суть. Так что теперь у меня в полной уверенности, с полным взглядом, новым взглядом, мне теперь гораздо будет проще двигаться дальше. Причем это из всех вот этих 14 дней у меня было 8 приемов самой айваски. Хотя растений здесь больше 30, я, наверное, столкнулся где-то 7-8 точно. Вот, последний день приема был, это уже вот вчера, Сан-Педро с созерцанием природы, катанием на лодке. Ох, насколько это все закрепило и дало понять, увидеть по-новому весь этот чудесный мир, всю природу, окружающую вот эту вот красоту и жизнь вокруг нас. Насколько это все нужно ценить, насколько это нужно все в себе сохранить и жить с этим. Да, на самом таком вроде простом примере, просто пожить среди природы. Вот, и несколько приемов для меня оказались таким радикальным. Я теперь вообще абсолютно
мне кажется, другой. Очень надеюсь, что в жизни мне теперь это все пойду теперь в большой мир с новым взглядом. Вот, наверняка что-то новое, много чего себе изменю. Хоть и этот был откровение мне далось уже чуть ли не в первый день, в первый день приема, но не в первый день ретрита. А дальше уже какие-то трансформации были внутренние какие-то, оказывается, у меня были заложены зажимы, которые что-то тоже меняло. Я даже не представлял, что это тоже может всплыть. Так что она очень глубоко действует, работает. Мне она как вот основное действующее растение, основное, с которым мне довелось поработать, во мне она очень большие трансформации провела. Вот я хочу также поделиться вот этим великолепным местом, где это все проходило. А проходило это в доме Айваски в Перу, что в Икитосе. Вот такой вот атмосферный центр, все полностью единение с природой. Живешь в таких вот прекрасных домиках. Вообще полное великолепие. Я просто не думал, что можно так воссоединиться с природой. Настолько в ней раствориться. Столько моря звуков, животных вокруг. Везде кипит жизнь. Поэтому эту жизнь нужно также и в себе не терять. Остался мне вот буквально, наверное, 15 минут до выезда. Вот, надо добраться до аэропорта в Икитос. Дальше в Лиму. Еще денек там побуду. Погуляю. Тихонько буду. Опять большой мир. Себя внедрять, но уже с новым взглядом. Поэтому я выражаю большую благодарность вот этому ретрит-центру и персоналу, который настолько с заботой относится к каждому индивидуальный подход, прописывается индивидуальная программа по запросам, по твоим желаниям, по твоему физическому состоянию. Поэтому рекомендую. Очень рад. Я просто заново родился. Всем благ и процветания.